Всех приветствую. События на рынке криптовалют поистине исторические. Наверное, можно уже с уверенностью сказать, что с большой вероятностью биржа FTX, которая являлась топовой криптобиржей, скоманулась. Сочувствую тем, кто лонговал с плечами, и еще больше, конечно же, сочувствую тем, кто вообще торговал на бирже FTX. В этом ролике посмотрим последние новости, интересную статистику и, конечно же, графики. Я думаю, в последние дни все следили за новостями между биржей FTX и Binance. И Binance якобы пытались помочь спасти биржу FTX, выкупив ее и решив ее проблемы. Однако же это все сорвалось. Сперва все упало, потом появились позитивные новости о том, что биржу будут спасать, резкий памп, а затем полился негатив. Во-первых, это то, что регуляторы американские будут пристально следить и проверять все криптобиржи и все махинации, которые там происходили. Ну и вдобавок Чанпэн Чжао также заявил, что не будет выкупать FTX, так как проблемы там достаточно большие. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Binance официально заявила о срыве сделки по поглощению FTX. Сперва они планировали выкупить активы криптовалютной биржи FTX, но затем решили отказаться от этой идеи в связи с внезапно открывшимися сведениями. Сведения эти открылись в результате комплексной корпоративной проверки, а также новостей о нецелевом использовании средств клиентов и возможных расследованиях со стороны американских ведомств. В принципе, решение Binance, конечно же, логичное, не нужны ей эти проблемы и вообще вляпываться в эту историю. Как заявил Чанпэн Чжао, вначале мы надеялись, что сможем поддержать пользователей FTX и предоставить необходимую ликвидность. Однако проблемы биржи вышли за пределы наших возможностей. О какой сумме вообще идет речь? Вот этот кудрявый товарищ управляет биржей FTX, и он запросил экстренное финансирование в размере 8 миллиардов долларов. Эти деньги он запросил для покрытия дефицита, вызванного массовым выводом активов с биржи в последние дни. Как сообщается, он также был готов использовать личный капитал, обращался к инвесторам, но пока дело так и не сдвинулось. Никакие 8 миллиардов пока не найдены. Сэм признал, что биржа не сможет обеспечить вывод активов для всех пользователей, поскольку ее залоговое обеспечение обесценилось и не сможет покрыть депозиты. В общем, вся эта история выглядит просто как скам какой-то пирамиды. То есть люди заносили туда деньги, получали когда-то прибыль, а потом резко все прекратилось и вклады вернуть не получается. Я не утверждаю, что это была пирамида, но скам просто один в один. Но есть еще один человек, на которого возлагают надежду на следующей неделе, который якобы хоть как-то может помочь бирже FTX и ее пользователям. Это товарищ Джастин Сан, основатель проекта Tron. TerraX. Он отметил, что кризис ликвидности биржи FTX, несмотря на краткосрочный характер, носит ущерб как развитию отрасли, так и инвесторам. Джастин Сан ищет способы, как помочь FTX пережить кризис, однако не сообщил дополнительных подробностей о решении, над которыми он работает. Пока он только заявил, что защитит пользователей Tron, которые находятся на бирже FTX и не смогли вывести активы. Он сказал, что окажет поддержку пользователям, желающим вывести свои TerraX, BTT, JST, Sun и HT, депонированные на платформе FTX в соотношении 1 к 1. То есть тем самым он намекает: продавайте на бирже все свои монеты, переводите их в указанные токены, и вот эти токены мы попробуем помочь вам вывести на биржу Huobi. Напишите в комментариях, что думаете по поводу данной истории. Будет ли биржа FTX второй MTGOX, вкладчики которой так и не получили свои выплаты и ожидают этого уже около 10 лет.
вполне возможно, те, кто торгует на FTX, застрянут подобным же образом. Ну и на всей этой истории биткоин за ноябрь упал более чем на 20% уже. Еще большее падение было в июне, а так это получается второй, самый негативный месяц в этом году. Настроение трейдеров, конечно же, ухудшилось, индекс страха и жадности снова пришел в экстремальный страх, цифра 22 сегодня, вчера была цифра 29. Видимо, вчера и позавчера еще не было так страшно за свои деньги, а сегодня уже подвезли все больше и больше фат новостей. Посмотрим на Bitcoin Rainbow Price Chart, который нам показывал, что из нижнего диапазона у нас всегда происходил отскок за всю историю биткоина. Там у нас находилось дно. И вот, как мы видим, пора уже на этом прайс-чарте рисовать еще одну полосу, так как цена упала еще ниже, просто на величину как раз таки еще одной полосы. Такого сильного падения мы не наблюдали еще никогда. Я имею в виду не одномоментного падения, а вообще такого затяжного, безоткатного снижения. Пользователи, конечно же, закрываться начали в большем количестве, однако закрытие в минус находится примерно на уровне падений в июне 2022 года. Прям таких кульминаций, как это было на коронадампе, мы не наблюдаем. Наверняка это потому, что лонгов здесь открывалось все меньше и меньше. А, например, на том же коронадампе предпосылок не было и просто грохнулись одномоментно. Здесь уже таких больших лонгов нет. Процент предложения биткоина в профите опустился до таких значений, что ниже только как раз таки был процент на коронадампе. Тогда у нас был процент около 40, сейчас у нас процент опустился примерно до 45. То есть больше половины всех биткоинов, примерно 55%, находятся в убытках и покупались выше текущей цены. Глянем ликвидации. Вот так это выглядит на истории. Лонговые ликвидации. Казалось бы, вчера всех напугали, но величина этих ликвидаций, прямо скажем, мизерная. Опять-таки сравним это с коронадампом. Вот это большая палка лонговых ликвидаций. Наши последние ликвидации даже не идут ни в какое сравнение. Приблизим последнее снижение и видим, что даже в июне ликвидаций было больше. Опять-таки, да, страшно, да, резкое падение, негативные новости, но лонгистов здесь все меньше и меньше. Люди все-таки предпочитают больше шортить. И я думаю, если здесь состоится резкий разворот со сносом вот этих вот стопов в районе 21 и 22 тысяч, вполне вероятно, что вот такая палка ликвидации будет у нас даже выше, чем в 2020 году. И меня, кстати, удивила вот эта метрика. Недавно я ее показывал, что мы вышли из зоны капитуляции. Это у нас реализованный коэффициент долгосрочных держателей. Локальную ситуацию приблизим, и мы видим, что данная метрика даже не думает разворачиваться. Прет дальше наверх. Либо здесь какие-то данные не подтягиваются и ошибка, ну, либо она что-то знает. Давайте посмотрим график биткоина. Сегодня изменений здесь, скажем так, достаточно. Вот эта вся разволновка потеряла свою актуальность, потому что мы пробили лой, о котором я говорил. Данный лой сформирован летом 2022 года и находился примерно на уровне 17700. Мы его пробили, и значит, что импульс у нас отменяется, тем более и канал, и все вот эти зоны. Пришло время перейти к самому негативному сценарию, который я рассматривал, но он также будет направлен наверх. Велика вероятность, что мы все-таки тройку завершили вот здесь. Была волна А, волна Б с перехаем и волна С, которая должна быть 5-волновой. И вот как раз после перелоя на 17700 выполнилось минимальное требование для волны 5, волны С. Это все еще, по моему мнению, идет волна 4, и после разворота открывается дорога на волну 5 более старшего порядка. Возникает логичный вопрос, куда это движение у нас идет и где оно может завершиться. Давайте я покажу сперва самый негативный сценарий. Вполне вероятно, у нас может быть вот такое. То есть по Фибоначчи уровень 1.618, это примерно на 11.200. Также данный уровень совпадает, если мы накинем Фибоначчи вот на последнюю волну. Здесь этот уровень совпадает с уровнем 1, также район 11200. По мне так это самый негативный сценарий, куда может прийти цена. Также этот уровень совпадает с пиком волны 1, то есть вполне может зацепить, сняв здесь стопы. По правилам мы не должны заходить за пик волны 1, и поэтому здесь выставлено большое количество стопов. Как же их не собрать, если подойдем вплотную? Накидывая профиль объемов, здесь также видим большое количество объема, который может остановить падение. В общем, данный уровень достаточно силен для того, чтобы тормознуть весь этот даунтренд. Расширю эту зону до уровня поддержки, и примерно на уровне 12500 может быть завершение нашего текущего снижения. А теперь посмотрим, что у нас на более мелких таймфреймах. Вышли повышенные объемы, импульсное движение,
никаких здесь пока нет дивергенций, а это значит, что с большей вероятностью, если и будет откат, можем продолжить движение еще ниже. Это если будем формировать какие-то факторы для разворота. Но также стоит вам показать вот такую штуку. Например, тот же самый Corona Dump, на котором также был большой выброс объемов. После того, как мы упали резко, практически сразу, постепенно, каждый день мы начали торговаться, не обновляя лоя, и пошли наверх, тем самым начав бычий тренд. И у нас здесь также не было никаких дивергенций, не было никаких предпосылок, что в принципе и помогло, можно так сказать, не нацепить здесь лишних пассажиров лонговых и направиться выше. И здесь, кстати, была зона чуть-чуть ниже, которую бы по классике хорошо бы снести, собрав стопы, но этого не было сделано. То есть в данном случае шортисты здесь налипали, видя, что нет каких-то сигналов для разворота. Был страх, была неизвестность, была зона, где хорошо бы собрать стопы лонгистов. Ну и лонгисты также не видели для себя перспектив, были также напуганы, не видели каких-то факторов для разворота, и поэтому цена пошла против толпы наверх. Сейчас не такая, конечно, ситуация, сейчас не пандемия, но страха нагнали, будь здоров. Не каждый день у нас топовые биржи скамятся. Также мало кто понимает, что будет происходить, полетим ли мы вниз. Вчера дневная свеча закрылась в пол на больших объемах. Это, несомненно, знак того, что будет дальнейшее снижение на более мелких таймфреймах, на 4 часах, например. Как я уже показывал, здесь ни диверов, ничего. Также падение на больших объемах намекает на то, что движение продолжится вниз. Но опять-таки, если, например, переключить на таймфрейм постарше, даже если перейти на недельку, здесь у нас есть вот такая штука. Дивергенция на индикаторе сохраняется. Ну и давайте резюмируя. Глобально это хорошо. Дорисовываем структуру. Локально у нас все напуганы. Что конкретно я делаю? Вот здесь у нас отметки стоят, я думаю, вы помните. Я покупал здесь. И у меня есть еще одна часть, на которую я докуплюсь, если мы обновим лой. Лой обновили, но я не стал пока здесь докупаться, жду подтверждения разворота. Когда он состоится, при докупке я, несомненно, сообщу в ролике об этом. Пока у меня свободные USDT есть, докуплюсь после того, как данное падение покажет хоть какие-то попытки остановиться и развернуться. Как говорил в предыдущем ролике, падающие ножи я ловить не буду. Давайте посмотрим еще эфириум. Здесь, кстати говоря, лой не обновлен. Посмотрим поближе, что здесь отмечал. Да, было очевидно падение, и в данной зоне можно было искать лонги при отскоке. Опять-таки вот это вот нарисовал я. Никакого отскока здесь не последовало, естественно, здесь никто не закупался. Полетели ниже, тем самым отменив мое предположение, но и, как говорится, хрен с ним. Никаких покупок здесь на ожиданиях, конечно же, не было. Продолжается коррекция в волне 2, она усложнилась, пока мы не пробили вот здесь лои. Это все еще мной будет восприниматься как волна 2 после импульса. И если обновим летние минимумы, там уже будем менять разволновку, пока здесь без изменений. По эфириуму нужен заходной импульс, на его откате рассмотреть лонги и стоп за основание. Пока этого нет, в рынок входить особого желания также нет. Пробегусь по монетам, которые недавно были в роликах, что там изменилось. Вот, например, Dogecoin. Выглядит, кстати, неплохо, также лои не обновлены. Зона, в которой можно было искать разворот, прошита просто сверху вниз, также здесь никаких покупок не было. В чем здесь позитив, так сказать? В том, что вот эти средние скользящие остановили падение. Да, плохо, что мы, конечно, пробили здесь волну 1, поэтому здесь опасно заходить. Нужно посмотреть дальше за развитием движения, какое оно будет. Можно здесь пробивать 1, если мы потом будем усложнять коррекционное движение и ортодоксальная точка, завершение которого будет выше пика волны 1. Ну, допустим, это по классике тот же самый какой-нибудь треугольник будет, и точка завершения коррекции будет здесь, и тогда все без нарушения правил. Но опять-таки, данный сценарий стоит рассматривать только после того, как покажет признаки разворота. Здесь пока ничего нет, поэтому я данную разметку убираю. Здесь также. Что у нас еще было? Интернет-компьютер недавно смотрели. Здесь у нас было предположение на завершение коррекции. И вполне неплохая точка входа была на вот этом импульсе со стопом за начало предполагаемого импульса более старшего порядка. Этот стоп сработал, расстояние было небольшое, поэтому здесь, если кто-то и входил, то был небольшой убыток, который спас от более крупных просадок. Монета ADA следующая, здесь у нас прогноз был давно уже, но рисунки стоит убрать, потому что они отработали. Вот здесь у меня был рисунок о том, что вот на этот пик вернется монета, что в принципе и произошло. Посетили целевую зону. Дальше цена не пошла. А пошла она, как все монеты, обновлять свои лои. Ну и по текущей ситуации, я думаю, понятно, падающие ножи
ловить бессмысленно. Здесь нисходящий тренд, точки входа на лонг нет. XRP, которая также пришла в зону, где хорошо бы поискать лонги, но остановки и заходного импульса не было, поэтому здесь также без позиции. Здесь у нас все нормально. Похоже, кстати, на Dogecoin, только просадка была еще ниже, поэтому здесь отмена по разметке импульса. Слишком сильное было падение, разметка сломана. Ну и хорошо, входа здесь никакого не было. Еще одну монету посмотрю, FTT. Это больше для наглядности, как раз таки на днях мы ее смотрели, когда падение только началось. Также здесь оставлял рисунок, что нужно дождаться заходного импульса и не покупать падающие ножи, не пытаться наугад на ожиданиях ловить окончание снижения. Вот что в принципе и произошло. С момента рассмотрения этой монеты монета упала еще на почти 85%. Стоит ли покупать ее сейчас? Казалось бы, движение остановилось, но я бы не советовал. Опять-таки, скажу то же самое, что и при просмотре в прошлый раз этой монеты. Здесь негатива хоть отбавляй, это самая токсичная монета, я думаю, сейчас на крипторынке. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!